Молодая пара Ирина и Алексей давно мечтали завести питомца. После переезда в новую квартиру и обустройства быта они решили, что пришло время подарить дом тому, кто действительно в этом нуждается. После нескольких дней поиска в интернете они поехали в приют для животных на окраине города. Среди множества хвостатых обитателей их внимание сразу привлекла кошка с серо-голубой шерстью и янтарными глазами. Она сидела в углу вольера, свернувшись клубочком, и лишь иногда поднимала голову, чтобы с опаской взглянуть на новых посетителей. Сотрудник приюта сказал, что ее зовут Мила, и что она уже почти год ждет, когда кто-то подарит ей шанс на новую жизнь. Ирина с первого взгляда почувствовала, что между ней и Милой есть связь. Уже через 2 дня кошка оказалась в новом доме. В первые часы и даже дни все складывалось хорошо. Мила с интересом исследовала квартиру, заходила в ванную, нюхала полки, заскакивала на диван, заглядывала в шкафы и с осторожностью смотрела на новые игрушки, которые Ирина заранее подготовила. Она была спокойной, ласковой и не проявляла ни капли агрессии. Но уже в первую ночь произошло нечто странное. Когда Алексей выключил свет, и они с Ириной легли спать, в коридоре послышались тихие шаги. Через несколько минут стало ясно. Мила стоит у входа в спальню, пристально смотрит на них и не двигается. Она не мяукала, не пыталась прыгнуть на кровать, просто стояла, опираясь передними лапами на дверной косяк, и не сводила с них взгляда. Это поведение повторялось каждую ночь. Сначала пара подумала, что кошка просто волнуется в новой обстановке. Но со временем ситуация не изменилась. Более того, Мила явно не могла нормально спать. Она то садилась, то вставала, то вновь подходила к спальне, как будто ей необходимо было удостовериться, что хозяева на месте. Ирина начала переживать. Чтобы разобраться в происходящем, они с Алексеем установили небольшую камеру с ночным режимом. На видео они увидели, как Мила бродит по квартире, периодически садится напротив ширмы у спальни и следит за ними, пока они спят. Видно было, что она явно не расслабляется, даже когда очень устала. Они отвезли Милу к ветеринару. Но осмотр показал, что кошка абсолютно здорова. Сердце, дыхание, температура– все в норме. Никаких физических причин для ее тревожного поведения не было. Тогда Алексей решил поехать в приют и узнать подробнее о прошлом Милы. Сотрудница, которая помогала им в тот день, долго листала старые карточки и рассказывала, что Мила попала в приют от предыдущей семьи около года назад. Люди, у которых она жила, отдали ее сразу после того, как узнали, что ожидают ребенка. Чтобы без стресса транспортировать кошку, они дали ей снотворное, и пока она спала, отвезли в приют. Проснувшись в незнакомом месте без привычной обстановки и людей, Мила испытала сильный стресс. Как объяснили зоозащитники, после такого опыта кошки могут надолго потерять чувство доверия и безопасности. Они боятся, что любимые люди могут исчезнуть в любой момент, особенно во сне. Когда Ирина и Алексей узнали правду, они почувствовали глубокую печаль и вину. Несмотря на то, что Мила уже была в безопасности, ее внутренний мир все еще оставался полон тревог. Они переставили ее лежанку ближе к кровати, стали оставлять открытую дверь в спальню и даже позволяли ей спать с ними, если она этого хотела. Постепенно кошка начала засыпать у их ног, тихо мурлыча. Иногда, когда она чувствовала себя особенно уязвимой, забиралась между ними и, уткнувшись в одеяло, спала всю ночь. Прошло несколько недель. Мила стала более спокойной, но еще часто пугалась резких звуков и чужих людей. Особенно она боялась, когда хозяева выходили из квартиры. Она садилась у двери и ждала, пока не услышит ключ в замке. Однажды Ирина сильно заболела и на несколько дней практически не вставала с постели. В это время Мила не отходила от нее. Лежала рядом, грела, тихо мурлыкала. Это стало поворотным моментом.
Казалось, кошка почувствовала. Теперь ее забота тоже важна. С тех пор отношения между ними стали по-настоящему теплыми. Алексей, который сначала относился к кошке более сдержанно, начал говорить с ней, шутить, даже читал ей вслух, когда Ирина включала тихие вечера без телевизора. Каждое утро начиналось одинаково. Мила просыпалась, подходила к кровати, терлась о руки хозяев и только потом шла к своей миске. Ее взгляд стал мягче, движения более уверенными. Она начала играть, приносить игрушки, залезать на подоконник и встречать их, когда они возвращались домой. Ирина даже завела блог, в котором рассказывала об истории Милы, публиковала фото, видеоролики и делилась опытом адаптации животного после стресса. Люди начали писать ей, рассказывать свои истории, благодарить за вдохновение и делиться советами. Этот блог стал не только средством поддержки, но и напоминанием: каждое животное заслуживает второго шанса. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!